Всем привет! Мы, как обычно, продолжаем читать книгу «Башня с воспоминаниями». Оля слушает, вы слушаете, комментируйте, если можете, и ставьте лайки. Сегодня у нас глава 13 «Унижение». Начинаю читать. Глядя на алое пятно, расползающее по платку. Глава 13 «Унижение». Ука что? Ука как? Укакашение. Глава 13. Унижение. Глядя на алое пятно, расползающееся по платку, который Виолетта осторожно прижимала к локтю, Нэнси почувствовала легкую тошноту. После того, как она убедила водителя, что он не виноват и сестра не пострадала, они с Ильмом медленно повели Виолетту назад в галантерейную лавку. Нэнси представила выражение лица мамы с плотно сжатыми зубами, когда они вернутся домой в таком плачевном состоянии. Ильм вызвался помочь, и, несмотря на мамин запрет разговаривать с незнакомцами, девочка поняла, что помощь им необходима. Кроме того, мальчик разговаривал с ее дедушкой в аптеке, а значит, он не совершенно незнакомый человек. «Я заметил тебя вчера у мистера Гринстоуна», — сделав несколько шагов, сказал Ильм. «Не знал, что у него бывают гости». «Да, дело в том, что он приболел», – забормотала Нэнси. «И мы с мамой и Виолеттой приехали помогать ему наблюдать за кометой». Нэнси сразу же пожалела о своей болтливости, но Ильм предложил помощь, и не ответить ему было бы невежливо. Наверное, лучше свести разговор к голым фактам. Нэнси помолчала и поудобнее взяла за руку Виолетту. «Мы шли в ботанический сад, но не должны были ни с кем разговаривать», – продолжила она. «Мне велели следить за сестрой. И вот как неудачно все сложилось». «Да, прогулка пошла не по плану», – с сочувствием кивнул Ильм. Он посмотрел вперед, и Нэнси увидела женщину, которая раньше мыла окна. Она стояла на крыльце дома, с беспокойством смотрела на приближающихся детей. «Это моя мама», – сказал Ильм. «Только я должен тебя предупредить. Она не знает, что я ношу продукты в аптеку Гринстоуна». «Правда?» – удивилась Нэнси. «Почему? Если ты живешь в его доме, то, наверное, тебе уже известно, что у него в городе плохая репутация», – скользнув по ней взглядом, объяснил Ильм. «Вот как», – ответила Нэнси, вспоминая визит мэра и жестокие слова, которые он бросал дедушке. «Но мистер Гринстоун всегда добр ко мне, платит мне жалование и хорошо со мной обращается», – добавил мальчик. «Мне он нравится». «Мистер Гринстоун наш дедушка», – пискнула вдруг Виолетта. Нэнси в смятении взглянула на сестру. Всего за пару минут Ильм узнал о них столько, что от мамы девочкам точно влетит. Видимо, им действительно следовало сидеть дома. И все-таки интересно, почему их не должны видеть в городе? «Вы внучки мистера Гринстоуна?» Ильм от удивления вытаращил глаза. «Еще 2 дня назад мы об этом и не знали», – продолжала выкладывать семейные секреты Виолетта, тыкая пальцем в больной локоть и морщась. «Правда, что ли?» – спросил мальчик, с любопытством глядя на Нэнси. Нэнси вдруг подумала, не лучше ли сразу отвезти Виолетту домой, чтобы избежать дальнейших вопросов. Но было поздно. Мама Ильма уже стояла перед ними и широко, но беспокойно улыбалась. «О господи, что с тобой случилось?» – воскликнула она, осматривая локоть Виолетты и приглашая детей в дом. Мать Ильма была такой же высокой и худой, как ее сын, с большими лучистыми глазами. Она усадила Виолетту на прилавок, дала ей каталог одежды, чтобы отвлечь девочку, и засуетилась, нося воду и марлю, чтобы промыть рану. Нэнси оглядела лавку, стеллажи с рулонами тканей вдоль задней стены, шкафы от пола до потолка, маленьким ящиком прикреплены образцы товаров, наперстков, ножниц, щипцов, вязальных крючков, ниток и пуговиц, разложенных по размерам, форме и цвету. В целом создавалось впечатление изобилия и уюта. «Ну ты и каланча», — сказала Виолетта Ильму, который, опершись на прилавок, наблюдал за девочками. Виолетта одернула сестру Нэнси, надеясь, что ее слова не обидели мальчика. Но по лицу Ильма медленно расплылась улыбка. Его впалые щеки надулись, и с губ сорвался звонкий, как колокольчик, смех. Знаешь, что такое каланча? Каланча — это такой, длинный человек. Он сильно высокий, его каланчой называют. Да. Нэнси удивленно заморгала. Казалось, засмеялся не он, а какой-то ребенок. Нэнси улыбнулась, а следом за ней и Виолетта, почти забывшая о разбитом локте. По крайней мере, мое имя соответствует росту. Ильм.
Это ведь то же самое, что вяз, так что иногда меня дразнят долговязом. Дедушка работал на складе пиломатериалов и увлекался изучением пород деревьев. Маму зовут Ива. Хорошо, что меня назвали не в честь дуба или бука, или конского каштана, захихикала Виолетта. Ильм снова заулыбался. Сколько вы пробудете в городе? Мама сказала до тех пор, пока комета не станет удаляться от Земли. Значит, мы, скорее всего, уедем не раньше среды, ответила Нэнси. То есть после космической вечеринки, сказал Ильм и закатил глаза, словно его не очень радовало приближение этого праздника. Я видела объявление в витрине магазина, сообщила Нэнси. Поэтому повсюду флаги и украшения? Спросила Виолетта. Ильм кивнул. Весь город уже несколько месяцев только и говорит о вечеринке. Мэр об этом позаботился. По его лицу пробежала тень. Нэнси не очень поняла, чем недоволен ее новый друг, поскольку сама мечтала посетить праздник. «Так значит, этот мэр устраивает торжество?» – полюбопытствовала Нэнси. Ильм снова кивнул. «Мэр дает несколько больших праздников каждый год, чтобы собрать деньги на благотворительность. Но таких грандиозных, как задуман в среду, еще не было. Вечеринка будет в Народном доме, но меня это не особо привлекает». «А что такое Народный дом?» – поинтересовалась Нэнси. «Это здание неподалеку от Энджел Хилл. Там проводят общественные мероприятия», – ответил Ильм. «Вы говорите о космической вечеринке?» – спросила хозяйка лавки, возвращаясь с миской теплой воды и бинтами. Она осторожно размотала платок, которым Нэнси обернула оцарапанный локоть сестры, и положила его на прилавок. «Папа Ильма не первую неделю работает допоздна, помогая мэру в организации праздника», – рассказала она, промакивая влажной марлей ссадину Виолетты. «И нам приходится трудиться в лавке в 2 раза больше», – добавил Ильм. «Ах, вот оно что», – произнесла Нэнси. «Наверное, он поэтому недоволен вечеринкой. А еще Филипп возит мэра по городу в модном красном авто», – неодобрительно фыркнула мама Ильма. «Ему приходится носить шоферскую фуражку, а от нее у Филиппа болит голова». Снаружи, с порога открытой лавки, раздался кашель, и мать Ильма обернулась. «А, мэр Дуглас, а мы тут говорили о вас». Она вспыхнула от смущения. В лавку вошел бледный, как полотно человек, примерно такого же возраста, как отец Нэнси. Из кармана изящного пиджака выглядывала золотая цепочка карманных часов. Он снял черную шляпу и пригладил шелковистые темные волосы. Его величественная осанка и хорошо скроенный костюм говорили о достатке, высоком положении и авторитете. С виду он был довольно привлекательным, тогда как, прячась накануне под прилавком аптеки, Нэнси представляла его отвратительным типом, с сидеющими волосами и лохматыми бакенбардами. Она отошла за прилавок и встала позади Виолетты, снова вспоминая, как этот мужчина угрожал дедушке. Мэр, прищурившись, посмотрел на мать Ильма. «Добрый день, миссис Кавендиш. А где сегодня ваш муж?» – спросил он напрямик. «Ах, Сегодня ведь воскресенье, мистер мэр. У него выходной?» – ответила миссис Кавендиш и натянуто улыбнулась. Мэр бросил на нее испепеляющий взгляд. «Разве? Вы путаете, у него сегодня рабочий день». Нэнси заметила, как Ильм переступил с ноги на ногу и заиграл желваками. Ильм обратился к нему. Мэр бархатным, словно ткань на соседней полке, голосом. «Да», – откликнулся мальчик, глядя мэру прямо в глаза. Тот снова прищурился. «Ты, наверное, хотел сказать «да, мистер мэр»?» Последовало молчание, и миссис Кавендиш покашляла. «Да, мистер мэр», – неохотно повторил Ильм, медленно сжимая кулаки. «Приведи отца», – приказал глава города, доставая свои карманные часы и постукивая по ним. «Немедленно». Ильм, чуть приоткрыв рот, посмотрел на мать, потом снова на мэра. «Ильм, сходи, пожалуйста, посмотри, дома ли папа?» – тихо взмолилась миссис Кавендиш. «Но сегодня воскресенье, у отца уже несколько месяцев не было выходных», – также тихо ответил ей сын. Мэр шагнул к мальчику. Нэнси прижалась к Виолетте. От этого человека так и веяло холодом, и девочке стало зябко. Лицо Уильма побагровело. Не говоря ни слова, мальчик развернулся и направился из торгового зала в жилую часть дома. Послышался топот шагов на лестнице, потом громкий гул голосов сверху. От сочувствия этой семье у Нэнси сжалось сердце. Выходит, мэр отвратительно обращается не только с ее дедушкой. Интересно, он ко всем людям так относится или выборочно?
Надеясь, что мэр не обратит на них большого внимания, девочка еще теснее прижалась к сестре, которая увлеченно листала каталог одежды. «Может, им уйти?» Атмосфера в лавке заметно накалилась. Ильм быстро вернулся и привел невероятно сутулого человека с опухшими глазами. Он напоминал ветку, искореженную во время урагана. Галантерейщик щелкнул подтяжками и натянул серый пиджак. «Мистер мэр, вы ведь сказали, что сегодня не нуждаетесь в моих услугах», – почтительно проговорил отец Ильма. Он как-то странно качал головой, и Нэнси не сразу поняла, что мужчина кланяется. Губы мэра тронула искусственная улыбка. «Перед посещением церкви мне необходимо почистить ботинки». Миссис Кавендиш ахнула и прижала руку к шее. Ильм потер веки и плотно стиснув губы. Его отец быстро застегнул пуговицы на пиджаке и разгладил ладонями рукава. «Конечно, а где они?» Мэр посмотрел вниз. «У меня, на ногах». Он произнес каждое слово нарочно медленно, глядя отцу Ильма прямо в глаза. Нэнси чуть не вскрикнула. Неужели мэр ожидал, что галантерейщик встанет перед ним на колени и начистит ему ботинки прямо здесь, в лавке? Это было неслыханно, и щеки у девочки горели от сдерживаемого возмущения. Она помнила, как однажды Джозефину вызвали к доске за то, что она плохо выучила спряжение французских глаголов. Учительница заставила ее остаток урока стоять перед классом с учебником французского языка на голове. Отец Нэнси пришел в бешенство, когда дочь рассказала ему, что случилось. «Унижение – худшая форма травли», – гневно говорил он, и единственная его цель – заставить человека чувствовать себя маленьким и ничтожным. Отец Ильма, однако, оставался безразличным к собственному унижению и, казалось, был совсем не прочь угодить мэру. Вытащив из кармана аккуратно сложенный платок, он опустился на колени и стал надраивать и без того блестящие ботинки главы города. Мэр снисходительно наблюдал за ним, выпитив грудь, словно петух-забияка. Миссис Кавендиш отвернулась и стала теребить воротник блузки. Ильм насупился и с тревогой поглядывал на Нэнси и Виолетту. У Нэнси кружилась голова. Почему мэр позволяет себе такие выходки? Пока мистер Кавендиш старательно выполнял прихоть главы города, миссис Кавендиш обрабатывала рану Виолетты. Нэнси и Ильм молча стояли поодаль. Девочка вся кипела от негодования. Ботинки мэра и так были идеально чистые. К тому же Нэнси никак не могла взять в толк, почему он не отполирует их сам, если ему так заблагорассудилось. «Спасибо, Кавендиш. Достаточно», – через некоторое время процедил мэр. «Теперь идите в Народный дом и продолжайте подготовку к космической вечеринке. Нужно проверить исправность телескопов и биноклей, а завтра вы должны продать билеты тем, кто их еще не приобрел. Не забывайте, все деньги пойдут на благотворительность». И он с самодовольным видом посмотрел на начищенные до зеркального блеска ботинки. Мистер Кавендиш даже не взглянул на жену и сына, только слегка кивнул, поднялся и, надев кепку, шаркающей походкой вышел из лавки. Нэнси посмотрела на Виолетту с перевязанным локтем. «Нужно идти». Она дотронулась до колена сестры и жестом показала, чтобы она слезла с прилавка. Но тут мэр направился прямо к ним. Вот мы и прочитали очередную главу. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.